А я собираю яйца. Так, сейчас покажу. Праздник картошки уходит в ведро. Понемногу. Приехала в курятник, а вернее приехала копать картошку. Буду начинать копать. Я копаю всегда не в один день, а постепенно, в каждый свой приезд понемножку, чтобы это было не напряжно, а было в радость. Потому что копание картошки — это все-таки результат труда, и особенно если картошка крупная, хорошая, то это вдвойне, втройне интересное занятие. Поэтому между делом, между курочками копаю картошку. Наблюдая за шелковыми цыплятами, я вижу, что вот эти брюки, которые у них на лапах, им очень сложно. Ну, вернее, не очень сложно, но неудобно ходить, когда вольер где-то там или трава сухая, или солома в вольере. Поэтому из вольера я загребаю всю сухую траву, солому. И так птице, в частности шелковым, будет легче ходить. И вот эту миску с золой я тоже хочу закопать. Я говорила, что вот так, когда отдельно стоит миска, то птица не купается в ней. А я хочу попробовать закопать ее вровень с землей и посмотрим, пойдут ли туда купаться курочки. Шелковые все такие очень оперенные, очень мохнатые, поэтому им купаться нужно обязательно. Зола у них стоять должна обязательно, поэтому сейчас буду закапывать эту миску.
Посмотрим теперь, как будет работать эта песочница. Опять сидит так, чтобы яйцо сейчас выкатилось на пол. Там кто-то сидит. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, иди. Иди, я покажу гнездо. Иди. Вот, заходи. Ой, занято. Ой, и тут занято. И тут. Все гнезда заняты. Ну вот сейчас опять яйцо будет на полу. Идем наверх. Вот, будет твое. Все, вот это твое гнездо. Начала копать уже картошку. Белороса всегда дает хороший урожай. Вот такая вот неплохая белороса. Очень урожайная картошка. Понемногу буду копать. До сентября выкопаю. Я копаю картошку постепенно, понемногу, по мере возможности. Каждый раз приезжаю, несколько рядов выкапываю. Как только начинаю копать картошку, естественно, в курятнике праздник картошки. Потому что выбираю быстренько мелкую и варю для кур. Праздник картошки. Урожай хороший, крупной много. Это плохо для курочек, потому что мелкой мало, а мелкая у меня вся идет в курятник. Но для того, чтобы курочки хорошо неслись,
Мне не жалко даже крупную картошку для кур. Поэтому у меня птица будет все время с овощами. Очень важный момент. Не навариваю много картошки летом. Очень жарко, и картошка может закисать и пропадать. Это будет очень плохо для курицы. Поэтому варю столько, сколько они скушают сегодня. На улице очень жарко, и большое количество сваренной картошки может закиснуть. Где-то раз в 1,5-2 недели все выгребаю, помет вычищаю вот так. И это все идет на грядки, где уже выкопан урожай. Это для урожая следующего года. И обязательно газовая горелка. Сейчас покажу. Газовая горелка. И вот так вот стыки и вот так вот насесты профилактически прохожу раз в неделю. Летом раз в неделю прохожу. Присматриваться я не буду, есть нету клеща красного. А вот так прохожу просто профилактически и все. В стыках быстренько, поэтому дерево не загорится, не переживайте, но все должно быть под контролем. Все, вот так вот. Убираю все. И ставлю насесты на место. Иду собирать яйца. А меня что-то никто не встречает. Потому что мои куры всегда накормлены. У них всегда есть корм. Бункерные кормушки с зерносмесью у них есть всегда. В любое время курица может подойти и покушать. Иду за яйцами. Опять. Ну заходи же вся. Яйцо упадет и разобьется. Так, что у нас? Что у нас сегодня? Так, сегодня у нас будет быстрый сбор яиц. Ой, одно с дыркой клюнутое, а второе в руке горячее, свежеснесенное. Забираю. О, смотрите, начинаются проблемы с яйцеводом у кого-то. Надо будет присмотреться, кто это, у какой-то курочки. На все это нужно время. Это нужно всех осмотреть и принимать меры. Здесь еще одно яйцо. Куры сейчас идут нестись. Все идут нестись. Все гнезда заняты. Буду уезжать. Еще гляну. Может быть, еще что-то заберу.
Вот так. Пусть несутся пока. А я собираю яйца. Так. Курочка ряба здесь сидит. Вот она. Курочка ряба. Несет нам вот такие красивые яйца. Но, естественно, это не все ее, потому что они все разные. Значит, кто-то еще туда несет яйца. Видите? Видите, у курочки яйцо? Все. Она его толкнула, и оно покатилось. Еще не скатилось. Вот, смотрите. Вот так вот. Вот так вот оно скатывается в яйцесборник. А вот так оно уходит в ведро. Поэтому, если даже на мусоре задержится яйцо в гнезде, то следующая курочка, которая зайдет, его обнаружит. Она его начнет толкать лапами, и оно покатится. Здесь у нас несется шелковая курочка. Есть три яйца. Здесь у нас шелковая серая курочка, которая совсем недавно заквактала второй раз, а ей никто не дал яиц. И все, она переквактала. Заберем тут яйца. Здесь 4 яйца. Курочка Марана перестала нестись. Отдыхает. И индюшки тоже перестали. Яиц индюшиных нету. Пусть отдыхают. Ничего страшного. Нам хватит пока яиц. Вот так попрошайничаем. Просим что-то вкусное.
Нет у меня сегодня времени на зеленую траву. Это нужно немало времени. Поэтому даю что-нибудь из овощей. Индюшата тоже очень просили, и пришлось и им дать. А здесь абсолютно не знают, что с ним делать. Помните, я в прошлом году своим индюшатам давала полынь точно так же. И они прекрасно ее кушали. Это полынь. Индюки, особенно когда они маленькие, с удовольствием едят. Вот когда уже они подросли, я давала своим индюкам, уже не так, не с такой охотой они кушают полынь. А когда маленькие, с удовольствием. А остатки я брошу под гнезда курочкам. Немножко картошки получили и цыплята. Прошло несколько минут. Все, наелись. Вот почему надо варить картошку только столько, сколько съедят за один день. Счастливчики сидят здесь. Все у них хорошо. Привыкли. Тут им безопасно. Цыплята Амираукана. Вот так вот привыкают друг к другу цыплята. Те, которые живут в большом вольере, и Амираукана. А потом, когда я открою сетку, они будут сидеть вместе. Сейчас я не могу их соединить, потому что с этими цыплятами большими сидит квочка-индюшка. А вот она-то будет обижать этих цыплят Амираукана. Спрятались за дверь. Там у них домик.
А вот когда уже я отсажу квочку индюшку, вот тогда смело можно будет их объединять.
Выпускаю всех на траву. Выпустила из третьего вольера, выпустила индюшат. Пусть идут, гуляют на траву. Курочки все гуляют. И индюшата тоже могут выйти погулять на траве. Вот так вот куры встречают индюшат. Ничего, сейчас все помирятся. Иди, иди на травку. А тут взрослые индюшата, индюшки гуляют. И сейчас посмотрим, как будет происходить их встреча маленьких индюшат со взрослыми индюшками. Ну, все заняты травой. Надеюсь, что никаких конфликтов не будет. Так, подходят ко взрослым индюшкам. Все заняты травой. На драки времени нет. Выпускаю индюшку, которая квочка. Пусть тоже пойдет и погуляет на траве. Зовет цыплят. Сама не идет. Спрашивали меня, поливаю ли я помидоры сейчас. Конец августа. Многие рекомендуют прекратить полив. А я помидоры свои поливаю. Поливаю обязательно, потому что растение продолжает расти. Вода нужна и помидору, самому плоду, и вот этому листу тоже нужна вода. Поливаю уже не так часто, но приблизительно раз в неделю поливаю обязательно. И в открытом грунте помидоры тоже обязательно поливаю. Потому что помидор засохнет, и все, и больше урожая не будет. Поэтому у меня все полито. Этим помидорам нужна еще вода.
Бенигара в открытом грунте. Здесь уже урожай внизу собран. И пошел расти следующий. Уже практически помидоры в мой рост. Даже уже выше меня. Вот такая высокая бенигара в открытом грунте. Перестаю поливать в теплице, только когда сюда переселяю кур. Получился такой момент, что квочка с цыплятами зашла в домик, и я быстренько их закрыла, потому что мне нужно уезжать, а это нужно будет сделать быстро, и чтобы потом не бегать за ними, не ловить, я их уже закрыла. Покажу вам их. Навела порядок у них в домике, пока они бегали на улице. Застелила новую подстилку свежую. И как только они зашли проверить, что здесь творится у них чистенькое, вкусненькое, чистенькое тут. И я в этот момент быстренько их тут и закрыла. Подросли так уже. Уже становятся почти как мама. Очень быстро растут, особенно когда я стала их выпускать на улицу, на волю. Приезжаю, выпускаю, и когда уезжаю, обязательно теперь закрываю. Подрастут до такого размера приблизительно как квочка, и тогда буду оставлять их уже на улице. И опять у меня много петушков. Смотрю, очень много петушков опять. Убирать будет жалко. Буду кому-то дарить и раздавать. Такую красоту убирать жалко.